Всем привет! Взяв с собой запас лакомств для животных, я снова отправляюсь в путь. Многие думают, что Пхукет это единственный остров, на котором можно попасть по мосту, но это не совсем так. От Пхукета, через еще один небольшой мост на востоке, можно попасть на более маленький остров – Коси-Рей. Первая остановка практически сразу после моста. Заметив знак Monkey Road и палатку с бананами, я понял, что тут что-то будет интересное. Вообще мне очень полюбились обезьяны в Таиланде, поэтому естественно я куплю для них бананы. На этой точке для кормления обезьяны живут в мангровых зарослях, и иногда приходится подождать, пока сонные макаки услышат гостей и добегут до площадки. Часто можно увидеть, как они мельтешат совсем далеко-далеко. Площадка для кормления отделена от манговых зарослей небольшим болотцем, чтобы отбить у излишне назойливых туристов желание потревожить естественный быт животных. Более близкий контакт возможен только при желании макак. Обычно подходит ближе только вожак. Детенышей они предпочитают держать на отдалении и относят гостинцы им сами. Мне крупно повезло, я приглянулся вожаку сегодня. Несмотря на яркое солнце и полуденную жару, он подошел совсем близко и стал быстро запихивать бананы за обе щеки, один за другим. Может показаться, что он жадный обжора, но это вовсе не так. Бананы он чистил и закидывал один за другим, но не глотал их, а бережно прятал за щеками и позже отнес их к своей стае. Обезьяны по полдня отдыхают в зарослях мангров. Среди торчащих извилистой почвы корнев бывает сложно разглядеть небольших быстрых животных. Но для самих обезьян переплетающиеся корни служат и спальней, и тренажерным залом, и обеденным столом. Приближаясь к пристани, мне начали попадаться полузаброшенные суда. По некоторым видно, что море они не видели уже давно. Эту пристань легко узнать по большому круглому зданию в центре площади. Если с главной дороги от моста повернуть у башни с часами направо, можно довольно быстро доехать до крупнейшей пристани острова – Азия-Марина. Она расположена на месте, где пресные воды реки Тачин и соленое Андаманское море смешиваются в единый коктейль. Вообще на острове Коси-Рей есть множество небольших причалов, с которых отправляются туристические лодки на другие острова и морские круизы разной продолжительности. Дорога к пристани проходит вдоль еще одного речного канала, но совсем небольшого, уходящего вглубь мангровых зарослей. Очень забавно видеть, как рыбацкие лодки запаркованы среди деревьев. Затащить туда такую штуку надо было постараться. Остров Коси-Рей еще знаменит деревней морских цыган. Так называют обычно один из 4 народов. Эти кочевники удивляют и одновременно немного пугают, многие из которых прекрасно видят под водой и могут спокойно открывать глаза, не боясь соли. Некоторые никогда не выходили на сушу и живут в море, но это совсем небольшая деревушка, народ которой все же решил обосноваться на суше. Тут все пронизано духом океана. Даже лежачие полицейские местные соорудили из прочных корабельных канатов. Про морских цыган я еще расскажу вам подробнее в одном из следующих выпусков. А в этом я покажу вам храм острова Коси-Рей. Местное название Ват Сирия. Как и в других храмах, на территории вокруг есть места для медитации и молитв, домики для духов и одна изюминка, отличительная черта, или даже две. Первое, что отличает этот храм от других, это 2 огромные статуи на нижней территории, перед подъемом к нему. Это страшная парочка, деревянный мужчина и женщина. Сначала я решил, что это предупреждение, если пойдешь по аморальному пути, будешь выглядеть так.
Однако все оказалось проще. Это голодные духи, охраняющие ворота к храму. Остальные создания, охраняющие храм, оказались милые и доброжелательные. Но я решил на всякий случай дать взятку банде котов-охранников и достал из байка заготовленные лакомства. Вторая фишка этого места – уменьшительная копия легендарного золотого камня в Мьянме, того самого, который, по легенде, демоны 2500 лет назад установили на горе. Они установили его на краю самой пропасти, но несмотря на ветры и ураган, камень стоит уже много веков. Размурчавшись и наевшись, они по-братски подсказали, где можно припарковать байк в теньке. Поставив свои два колеса под навес, я решил подняться к верхнему храму пешком. И только на половине пути другой охранный кот все же подсказал мне, что подняться почти до самого верха можно было и на байке. Добравшись до территории храма, будьте готовы преодолеть еще несколько лестниц. Их каменные перила обвивают змеи с драконьими головами и мистические существа Наги. Вокруг верхнего храма есть несколько смотровых площадок. Нижняя с беседкой и самая верхняя, где по одну сторону Пхукет-таун, а по другую Бирюзовое море и далекие острова. Гавань острова Кассирей окружена холмами. Всего 30% этого крошечного острова занимают равнины. Тут много нетронутого ландшафта, а пляжи очень тихие и пустынные. На них разве что местные жители ловят раков всей семьей на самом краю берега. На Пхукете часто встречается белая цапля, а на острове Кассирей ловят мелкую рыбешку у берега серые цапли. Серая цапля имеет серо-сизый окрас, а в остальном очень похожа на белую. Отелей тут мало, отчасти от того, что местные жители не одобряют высотную застройку и хотят сохранить остров в максимально нетронутом виде. Остров занимает около 20 квадратных километров, но большая его часть не застроена. Этот остров напоминает то, как Пхукет выглядел 30 лет назад, поэтому вполне возможно, что лет через 20-30 и это место начнет сильно меняться.
А сейчас это тихая гавань, где местные ведут свой скромный быт, где люди не замечают бедность вокруг, чтят природу и не хотят, чтобы их послеобеденный сабай разрушала городская суета. Место, откуда стартует множество туристических катеров на морские экскурсии, но при этом сохраняется максимально тихая и спокойная атмосфера.